Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 29 ноября. Сегодня у нас с вами предпоследний день этого месяца и предпоследний день осени. Поэтому давайте вместе с вами настроимся на правильную энергетику, на созидание, на творение. И обязательно сегодня в этот день проведите одну простую практику. Обязательно насыпьте буквально щепоточки соли на кусочек хлеба и скажите магические слова для того, чтобы в вашей жизни действительно произошли вот те кардинальные изменения, о которых вы, возможно, мечтаете и думаете в ближайшие полгода. Давайте вместе с вами разбираться, что же нам сегодняшний день может принести достаточно прекрасного и чудесного. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 29 ноября, сегодня у нас с вами среда. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами убывающая луна в знаке зодиака Рак с 9 часов 53 минуты по московскому времени. Также сегодня у нас с вами 16 и 17 лунные сутки. Давайте разберемся, а что этот день несет. Вообще сегодня день, друзья, плодородности, радости, день накопления. И сегодня лучше всего, если вы проведете этот день в прекрасном расположении духа. Даже если вам сейчас тяжело, у вас есть проблемы, а они у вас, к сожалению, есть, потому что сейчас такое время идет, когда у людей, знаете, проявляются те или иные проблемы. Если вы 10 лет назад не решили ту или иную ситуацию, это связано именно с энергиями, вы должны понимать, потому что одно дело, например, поругаться с человеком, сказать ему определенные слова и закрыть эту тему. Вы вроде как расстались, разошлись, потерялись на время, но энергетически вы не доработали определенные моменты. И вот сейчас у людей вот проявляются именно эти ситуации. То есть все возвращается. Возможно, с другими людьми, но вы должны понять, что вам нужно отпустить эту ситуацию. Не ругаться, не спорить, не конфликтовать, а нести в своем сердце любовь, нести в своем сердце мир, радость. Это очень важно, потому что как только вы отправляете во Вселенную, в космос, отправляете негатив, отправляете слова проклённые, разрушительные слова, вы это рано или поздно получаете в свою жизнь. Вы должны это понимать, потому что во Вселенной, в космосе всегда есть во всем баланс. И если люди между собой могут друг друга обманывать, врать, лгать, рассказывать какие-то сказки и так далее, то по законам Вселенной, по законам Бога у вас это не получится, потому что рано или поздно бумеранг вернется. Поэтому ваша задача на данном этапе в жизни простить тех людей, которые вам сделали больно. Но просто очень многие допускают ошибку. Они людей прощают и продолжают дальше дружить, жить, общаться, но не понимают, что чтобы человек изменился, нужно определенные обстоятельства. Люди на время могут одевать определенную маску, но потом все равно становятся тем, где они становятся. Также сегодня ни в коем случае не будьте скучными и невеселыми. При любых обстоятельствах радуйтесь, веселитесь. Принимайте блага, которые могут приходить в вашу жизнь. У некоторых людей сегодня могут быть даже интересные подарки. Не обязательно это быть материальное кольцо с бриллиантом или цветы. У кого-то это будет какое-то удивление, кому-то сегодня сделают предложение, у кого-то сегодня проявятся новые возможности, появится новая интересная информация. И вот этим нужно правильно воспользоваться. Обращаем на это ваше внимание. Также сегодня, если вы видите, что в вашем окружении есть люди, которые рассказывают вам небылицы, ваша задача не потерять голову и иметь все-таки осторожность. Будьте мудрыми, терпеливыми, потому что пройдет немножечко время, и вы поймете, кто есть кто. А пока высшие силы, ангелы-хранители пытаются вам их показать. Но ввиду того, что люди любят одевать розовые очки, к сожалению, это не видят. Кроме того, если вы не контролируете себя, не контролируете свои эмоции, то знаете, сегодня в вашей жизни могут приходить какие-то неожиданности, которые вам, возможно, даже будут неприятны. Поэтому все-таки будьте внимательны, будьте осторожны и не спешите с выводами. Очень часто мы видим то, что мы хотим видеть, а в реальности, если мы посмотрим на факты, на документы,
проведем, как говорится, свое маленькое расследование, то мы увидим, что все может происходить вообще по-другому. Также имейте сегодня легкость. А легкость нужно иметь сегодня в разговоре, в общении. Имейте внутреннюю свободу. Кроме того, сегодня у многих людей повышается интуиция и приходит чувство озарения. Поэтому, если у вас это сегодня проявляется, обязательно принимайте вот всю ту информацию, которая приходит в вашу жизнь. Также обращаем ваше внимание, если мы говорим о деньгах, если мы сегодня говорим о бизнесе, то этот день хорош для начала новых и всевозможных важных дел. Сегодня настоящий источник вдохновения для людей творчества и искусства. Также сегодня хорошо путешествовать или отправляться в путешествие. Сегодня хороший день для торговли, поэтому если вы в торговле, вы в сфере услуг, знаете, сегодня у вас достаточно удачный и успешный день. Также, если вы сегодня занимаетесь какими-то финансовыми операциями, знаете, для вас он также пройдет удачно, легко и успешно. Также обращаем ваше внимание, что сегодня ни в коем случае не занимайтесь никакой рутинной работой, вне зависимости, это касается вашего дома или касается вашей работы. Почему? Потому что вам это больше быстро это все надоест, и вы потратите энергию свою зря. Поэтому постарайтесь найти вдохновение во всем том, что вам будет интересно. Это очень важно. Или попросите кого-то, чтобы кто-то подменил вам или сделал работу. Самая простая ситуация. Вы каждый день на кухне моете свою дорогую любимую посуду. Но сегодня это для вас рутинная работа. Вас это сегодня можно раздражает, и вы не хотите, вы не знаете, как себя заставить. Вы уже чашечку чая выпили, вы уже с подругой поговорили, но все, нет этого вдохновения. Попросите кого-то из членов семьи, чтобы помыли сегодня за вас посуду. Также постарайтесь разнообразить свои сегодня занятия и обязательно избегайте нервного напряжения. Это очень важно. Вообще, когда человек срывается, когда человек нервничает, переживает, несет негатив, вы должны понимать, что это энергетически в первую очередь отражается на вашем здоровье. Поэтому мы хотим с вами быть здоровыми, радостными, счастливыми, а значит, мы и не должны принимать вот тот негатив, который идет извне. Обратите на это особое внимание. А также сегодня хорошо провести день в веселье, в раскрепощении, в новых каких-то контактах. Также сегодня очень полезно активно общаться, налаживать связи. Это вам поможет в дальнейшем. Кроме того, если мы говорим сегодня с вами о здоровье, то в этот день возможно проявление инфекционных болезней и высокая вероятность каких-то травматических повреждений. Также сегодня не следует принимать никаких лекарственных средств, особенно наркотического действия. Один из немногих дней лунного месяца, когда определенная доза алкоголя не принесет вам вреда, но не переусердствуйте, пожалуйста. Также сегодня рекомендуем вам употреблять сухое вино или когор. Подумайте, пожалуйста, над этим и старайтесь в этот день все-таки уделять внимание своему здоровью и быть, конечно же, осторожными. Что же касательно стрижки волос, то от стрижки лучше сегодня воздержаться. Могут появиться препятствия в делах и возникнуть какие-то болезни. Высока возможность получения травмы, может пострадать психика. Вообще, считается, что если вы сегодня по народным приметам делаете стрижку волос, то таким образом вы в свою жизнь приглашаете негатив и всевозможные сущности низшего порядка. Поэтому подумайте перед тем, как сегодня отправиться в парикмахерскую. Также обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно понимать и осознавать, кто находится в вашем окружении, кто действительно вам желает добра, а кто желает зла. Также сегодня хорошо создавать защитные обереги, но мы сегодня создаем защитные обереги только своими руками. Они имеют очень большую силу в этот день. Далее, сегодня хорошо и заниматься чисткой своих украшений. Поэтому, если вы носите и любите украшения, подумайте, чтобы заняться этим. Также постарайтесь планировать свой день и время так, чтобы сегодня у вас хватило время и на работу, и на общение, и на отдых. Потому что, когда вы приходите домой выжатым лимоном, вы должны понимать и то, что ни к чему хорошему это в конечном итоге может не принести. Также сегодня день не принесет удачи к тем, кто является эгоист, кто является замкнутым человеком. Поэтому открывайте сердце этому миру и старайтесь нести любовь и гармонию.
Друзья, что же касательно общения с начальством, то сегодня мы рекомендуем вам отказаться от каких-либо вообще контактов, общения, обсуждений. Почему? Потому что в этот день люди, вот именно как между отношения между подчиненным и начальником, к сожалению, они не так понятны, и у людей будет какое-то недопонимание, а где-то люди будут даже на друг друга обижаться ввиду того, что нет понимания и нет видения той или иной ситуации в полной мере. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день, 29 ноября, вполне подходит для смены места работы. Поэтому, если вы давно планировали, сегодня тот день, когда вы можете себя попробовать, пройти какое-то собеседование, которое действительно вам интересно, ну и попробовать себя в новой жизни. Также сегодня прекрасный день для проведения операций с недвижимостью. Это касается и покупки, и продажи, и обмена. Также обращаем ваше внимание, что сегодня подходящий день для зачатия. В то же время сегодня рекомендуется умеренная физическая нагрузка. Не перегружайте, пожалуйста, свое тело и свой организм. Что же касательно дома, то старайтесь сегодня заниматься только какими-то мелкими делами, от больших каких-то глобальных, начиная от генеральной уборки, переклейки обоев и так далее. Лучше сегодня на этот день откажитесь. Ну а сны, которые приснились вам в эту ночь, очень часто бывают вещами, исполняются, как правило, на третий день. Ну а теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 29 ноября. Итак, друзья, выпала карта, достаточно уникальная, она очень редко попадается, но вот сегодня она попалась, и знаете, это неспроста. Она звучит следующим образом, что ангелы любви помогают вам. Это говорит о том, что молитвы наши, они услышаны высшими силами, они услышаны ангелом-хранителем, и они действительно помогут тем или иным людям в жизни. И только обращайте внимание, сегодня будет очень идти много подсказок на уровне интуиции, и вам нужно их не пропустить. Но если вы их пропустили, не расстраивайтесь, не думайте о том, что ой, все, больше ничего не получится. Сегодня очень важно искать людей или даже общаться с теми людьми, которые вот имеют вот родственную душу. Вы прямо чувствуете, что это ваши люди. Также просите сегодня ангелов, высшие силы, просите, чтобы вам дали побольше здоровья, чтобы вы имели какие-то свои увлечения, имели своих друзей. Поэтому очень важно, чтобы вы прислушивались к своей интуиции, главное, чтобы вы прислушивались вот к тому, что приходит в вашу жизнь. И, конечно же, вам нужно научиться любить себя. Любить себя — это не значит, что дарить себе подарки каждый день, дорогие. Нет, любить себя, чувствовать себя, любить свое тело, принимать таким, каким вы есть, потому что вы пришли для определенных задач и целей реализовать в своей жизни. Не смотрите на других людей. Очень многие люди почему-то думают о том, что другие им люди могут помочь. Никто вам не может помочь. Да, вам могут дать советы, рекомендации, но вам на интуитивном уровне нужно принять и прочувствовать, что же вам на самом деле нужно. Не все, конечно, это понимают, и не все, конечно, это чувствуют. Но ваша задача разобраться. И когда вы разберетесь, у вас обязательно в вашей жизни будет действительно очень все получаться. Помните, пожалуйста, об этом. И сегодняшняя молитва, которую мы рекомендуем вам, друзья, в этот день, она звучит следующим образом. Дорогие ангелы, спасибо вам за то, что подготовили нас к любви, за то, что дали нам стимул к изменению жизни и подготовили нашу встречу. Спасибо, что дали нам узнать друг друга, придали смелости, чтобы сказать привет, помогли построить серьезные отношения. Эти слова молитвы, друзья, будут в описании к этому видео. Обязательно прочитайте сегодня эту молитву. А в комментариях к этому видео напишите слова благодарности своему ангелу-хранителю, высшим силам. Просто напишите «Я благодарю», напишите за что. Даже если на данном этапе этого у вас нет, это не значит, что не нужно благодарить. Помните о том, чем больше вы благодарите высшие силы, ангела-хранителя, тем быстрее это придет. Возможно, появятся знаки,
знаки в вашем окружении, которые вам нужно обязательно увидеть. Это очень важно. Ну и так как сегодня такой вот магический, достаточно интересный день, возьмите сегодня, проведите в любое время следующую практику. Вам понадобится буквально кусочек хлеба. Можете использовать белый хлеб, черный хлеб, можете использовать, знаете, диетические хлебцы, каждый по-своему. Далее, что мы делаем? Бросьте, насыпьте вот буквально щепоточку соли на вот этот кусочек хлеба и скажите: хлеб, соль в доме моем всегда в изобилии. Желаю, чтобы деньги были в достатке. И сказали эти слова и съели кусочек хлеба. Когда вы будете есть этот хлеб, представляете себе, что вы наполняетесь энергией любви, энергией достатка, энергией благополучия. Помните об этом. Друзья, вот такой у нас с вами день, 29 ноября. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.